В данной лекции я закладываю в начале принципы специализации, основанные на том, что у каждой личности есть свой статус информации. То есть он имеет на уровне общих связей, конкретно каждый человек имеет выход в структуру управления, практически которая связана со всеми процессами в мире. Получается, что личность как составляющая мира, участвует в управлении либо произвольно, осознанно, либо, например, по факту своего существования. Так вот, по факту существования, по уровню создания личности, куда входит физическая материя, душа человека, дух, сознание, ум, то есть все категории, относящиеся к личности, личность может на определенном уровне максимально сделать для того, чтобы в моей системе спасения быть реализованной. Так как сейчас речь идет о возможности глобального уничтожения, то система спасения – это как раз-таки наиболее адекватная реакция личности. То есть, и поэтому то, что я говорю по специализации, это я объявляю ту структуру личности, ту систему вашей информации, через которую вы сможете максимально управлять. И вы периодически это делаете, например, вследствие каких-то ситуаций, или, например, через прямое осознанное управление, или же, например, во сне, или же иногда не задумываясь. Но, тем не менее, то, что я говорю, направлено на то, что в технологии спасения надо спасти в любом случае. То есть надо уметь спасти, даже если нет предварительного опыта. То есть эта технология основана именно на такой практике. И в связи с этим, то, что я говорю, для вас, получается, что вы должны впереди видеть уже оптимизированные события. То есть впереди вы должны видеть ту ситуацию, когда у вас все нормировано. И это видение вперед, фактически, определяет у вас специализацию, которая заключается в том, что вы управляете информацией через структуру дискретного доступа к промежуточным областям информации. Говоря другим языком, например, информация текущего времени существует, через час, через секунду, миллисекунду эта информация, например, будущего времени может быть, но так же, как и прошлого времени. Так вот, вы, когда по своей специализации управляете, вы управляете максимально, когда, например, фиксируете информацию текущего времени, предположим, сейчас 21 час 58 минут, и следующую информацию вы рассматриваете как связь информации текущего времени с информацией будущего путем каких-то событий. Например, секундная стрелка передвинулась, что-то произошло во внешней среде, во внутренней. Так вот, ваше управление заключается в том, что вы к каждому событию непрерывно с одной произвольно выбираемой вами точки имеете доступ. То есть это можно представить так, как события текущего времени и будущего времени связаны некой, так скажем, последовательностью, некой такой ниточкой, так скажем, или в виде звеньев какой-то цепи, и вы можете иметь доступ в любую структуру цепи, как последовательно, так сказать, к каждому, так и одновременно ко всем. Это есть уровень вашей специализации. То есть на том уровне вы максимально можете делать по управлению в макросистеме. Как я объяснил, вы являетесь частью мира, поэтому управление на макроуровне осуществляется максимально быстро там, где вы знаете принципы своего фактически устройства на переходе, где ваша информация переходит в информацию управления всеми связями мира. И этот ваш переход, он заключен в том, что вы на сознании выходите в область дискретного управления. Для того, чтобы применить, так скажем, такое знание себе, можно разобрать конкретную ситуацию. Если, например, происходит какое-либо, скажем так, неблагоприятное событие у человека, которого вы знаете, то для того, чтобы событие оптимизировать, то есть расформировать как возможный негативизм,
следствие этого события, или же есть ситуация, когда надо вообще события менять в корне. Значит, то есть сделать так, чтобы его, например, нет, там не было, или же оно имело там меньшие последствия в прошлом. Но когда мы говорим о том, чтобы в первую очередь следствия события были, так скажем, оптимизированы и не были бы, ну, скажем, настолько отрицательны, насколько они могли бы быть без вмешательства, то речь идет о том, что вот такая система доступа, она подразумевает, во-первых, первый принцип – это все-таки оптимизация по максимальному статусу. То есть имеется в виду, что вы должны срегулировать события так, значит, насколько это возможно, максимально оптимизировано. То есть каких-либо промежуточных звеньев здесь не должно быть. То есть это видеоролик вот оптимального результата, так как я должен видеть? Ну, видеть это одно, а во-вторых, надо иметь идеологию именно такую. То есть, предположим, вот есть там черт стадии рака, приходит пациент, там делается импульс, но речь идет только об излечении, а не об улучшении. Там есть, если речь идет о очень серьезных разрушениях организма, уже несовместимых с жизнью, все равно речь идет только о восстановлении, понимаете? Если речь идет о событии, где, например, вот существует ситуация, что, скажем, ну, конкретно вот сбит человек, да, то получается, надо максимально улучшить состояние как бы всех сторон. То есть, во-первых, можно в прошлом, значит, разомкнуть этот фактор, уже уменьшить структуру как бы конфликтности. Во-вторых, раз фактология произошла и статус событий закреплен, то тогда минимизацию последствий делать через систему все-таки дискретного доступа, как я объяснил. То есть, например, разложить все события в цепь, откуда они начнут делать, распачковываться, как в иерархии, на возможные комбинации, последствия, так скажем, да, и через систему либо мгновенного доступа ко всем событиям, то есть пускать внутренний импульс сразу на все события, или же на конкретные события, таким образом чередовать то на все, то на конкретные, то на все внутренние чередовать. Таким образом вы его минимизируете и оптимизируете, то есть балансируете под общую гармонию, где, в принципе, люди не страдают, например. И учитывая, что действительно там, ну, бывает ситуация, когда просто не виноваты люди там, которые вот предложены. Да, поэтому здесь получается, вам надо просто сгармонизировать. То есть вот для этого пользуйтесь вот этой импульсной системой. Она похожа на то, что, ну, предположим, как вспышки света, там лучик может попасть в одно звено, или вспышка на все звенья. То же самое. То есть должны быть как бы вспышки вашего сознания. Сначала у вас будет получаться так, что вы уже... Дело в том, что вы находитесь уже в управляющей сфере, и у вас будет получаться, что вы будете видеть не возможные теоретические развития, да, а будете видеть конкретные развития, которые, если вы не вмешаетесь, они будут так же развиваться, понимаете? Поэтому, когда вы вмешаетесь, вы, значит, измените уже к лучшему. Вот это будет тренинг на конкретный случай. Здесь хочу сказать в продолжении первой лекции, что освоение материала должно идти путем дробления, так сказать, на две составляющие, где изложенная на аудиозаписи информация, она при дроблении, значит, должна восприниматься из центра этого дробления. Или, предположим, если, как я объяснял, представить в виде сферы эту информацию этой части лекции, и затем то же самое брать из несловесного уровня. Затем все, что вы получили, переводить в уровень фактологической части информации, то есть то, что соответствует миру, значит, и получается, что вот этот уровень именно фактологии, он практически как раз-таки и есть то самое действие, то есть где, как, например, сказать, где находится информация, соответствующая этой части лекции. Ну, скажем, в истинной структуре мира, а не в уровне мышления. Мышление тоже структура мира. Так вот, истина здесь есть то, что приводит к конкретному действию, то есть к результату. Так вот, исходя из этого, сейчас расскажу о том, каким образом аксиоматически устроена
система взаимосвязей, значит, направленных на то, чтобы требования, которые ваш разум, так скажем, ваш организм, ваша личность предъявляет к самому себе, были адекватно выражены в обществе мироздания. В этом плане существуют аксиомы, которых таким образом произносится. Аксиома первая. Если сознание является частью души, то душа воспроизводима сознанием. И когда мы рассматриваем эту аксиому, то уже существует сразу же, как следствие, аксиома вторая. А духовное развитие – это воспроизводство души через сознание. Когда мы говорим о том, как перевести мысль, например, на управление, то получается, что мысль как производная тела и души, а рассматривая тело как часть души, переходит в управление там, где душа соприкасается с сознанием. Так вот, соприкосновение души с сознанием – это есть точка отражения от осознания. Когда вы эту терминологию освоите, то есть несколько раз ее прослушав, вы посмотрите, что осознание – это есть бесконечная область, то есть бесконечная величина, значит, которая характеризуется тем, что осознание – это и есть процесс созидательного и гармонического развития. И когда вы, например, берете, так скажем, это развитие и прикладываете к специализации по своей системе спасения, то там вы видите, что развитие – это тот статус, который у вас существует. То есть, в принципе, реально вы, если так на себя стороны посмотрите, вы находитесь постоянно в одном и том же состоянии. Так вот, развитие – это понимание статуса, а понимание статуса – это элемент сознания. Значит, на этом я лекцию первую заканчиваю, и теперь начинается вторая лекция.